Добрый день, дорогие друзья! В этом выпуске мы расскажем вам о жизни и творчестве знаменитого русского писателя и драматурга Леонида Николаевича Андреева. Рассказы и пьесы Леонида Андреева вызывали споры и дискуссии в литературной среде. Некоторые его произведения называли образцовой гнусностью, другие – крепким дуновением таланта. Максим Горький говорил, что Андреев был талантлив, особенно во всем, что касалось темных сторон жизни. В прозе Леонида Андреева причудливо переплелись трепетная эмоциональность, дотошный интерес к повседневной русской жизни и подчас иррациональный страх перед кошмарами Железного века, любовь и смерть, жестокосердие и духовная стойкость человека – вот главные темы его повести и рассказов, ставших одним из высших достижений русской литературы начала 20-го столетия. По просьбе редакции газеты «Курьер» в 1898 году Леонид Андреев написал рассказ «Баргамот и Гараська» специально для пасхального номера. Городовой Иван Бергамотов по прозвищу Баргамот вынужден нести службу в предпасхальный вечер. Стоя на посту, он мечтает вернуться домой и подарить сыну Ванюшке пасхальное яичко. Пьяный Гараська, житель Пушкарной улицы, хочет похристосоваться с городовым, но по вине Баргамота падает и разбивает яйцо. Из жалости Иван Бергамотов приглашает Гараську к себе домой разговляться. Рассказ стал дебютом писателя. Леонид Андреев вспоминал: «Нельзя поэтому передать моего удивления, когда я являюсь в понедельник в судредакцию, и там только и слышишь «Баргамот и Гараська». Говорят, что рассказ – украшение всего пасхального номера. Там-то его читали вслух и восхищались, и здесь о нем шла речь в вагоне железной дороги. Поздравляют меня с удачным дебютом, сравнивают с Чеховым и тому подобное. В 3-4 дня я поднялся на вершину славы». Слава же пришла к писателю в 1901 году, после публикации в журнале «Жизнь» рассказа «Жили-были». Вскоре Леонид Андреев оставил адвокатуру и вплотную занялся литературой. Рассказ «Жили-были» описывает несколько дней пребывания людей в больничной палате с тяжелыми, так и неописанными болезнями, потому как главными героями являются не заболевания, а свет и тень в человеческой душе. Посещая литературные вечера, Леонид Николаевич познакомился с Александром Куприным, Иваном Буниным и другими писателями, впитывал как губка критику и советы. Жили-были, Ангелочек, Валя, Кусака, незамысловатые и в то же время яркие зарисовки окружающей действительности, побуждающие к состраданию, написанные живым языком. Жизнь маленького мальчика Вали была спокойна и тиха, пока в ней неожиданно не появилась странная неприятная женщина, назвавшаяся его матерью. Валя своей мамой всегда считал другую женщину, ту, у которой он жил и которая его растила и воспитывала. Самым страшным оказалось то, что эта отталкивающая женщина захотела забрать Валю к себе. Кусака – история одинокой, живущей на улице собаки. Ее глаза видели лишь жестоких людей, которые бросают в дворняжку палки и камни, свистят ей вслед. Однажды собаку пытался приласкать пропоица мужик, но пока она колебалась, тот вспомнил все, что причинили ему люди, которых он пожалел, и ударил Кусаку сапогом. Злоба и страх надолго вселили в сердце животного. Знаменитый «Красный смех» Леонида Андреева, описывающий события русско-японской войны 1904 года, особенно впечатляет. Это одно из самых страшных произведений Андреева, сложная и символичная картина ужасов войны. На войне можно уцелеть, но можно ли ее пережить? Вернуться и просто забыть? Или война со всем ее кромешным ужасом и безумием, с ее нелепостью и жестокостью, так и остается навеки в сознании уцелевшего, обреченного поневоле снова и снова возвращаться мыслями к воспоминаниям о пережитом. Иуда Искариот вызвал много споров и недовольства верующих, ведь в этой повести апостолы – обычные люди, не чуждые пороков, а Иуда – несчастный человек.
Иуда Искариот – символ предательства, великий грешник, обрекший Иисуса Христа на смерть. При этом Иуда – пожалуй, самый загадочный евангельский персонаж. Тем он и притягателен для Леонида Андреева с его интересом к противоречиям в человеческой душе. Леонид Николаевич не на шутку увлекался цветной фотографией. Классика до сих пор считают одним из лучших мастеров в мире, работавших в технике автохром. Эту технику изобрели братья Люмьер. Литературная биография Леонида Андреева невероятно насыщена. В общей сложности он написал около 90 рассказов, 20 пьес, 8 романов и повестей. Произведениями Леонида Николаевича зачитывались его выдающиеся современники. О нем как о писателе хорошо отзывались Блок, Рерих, Чехов, Репин и многие другие. Не всеми понятый, опередивший время, Леонид Андреев сегодня вновь стал интересным, уже читателям нового века. Друзья, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на нас на YouTube и в Телеграме, пишите комментарии и ставьте лайки. До новых встреч!